Ребята, хочу рассказать вам о том, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт. Никакого мошенничества, не нужно вкладывать деньги. Все открыто и честно. А самое главное, статистика показывает, что проходимость прогнозов более 90%. Так что не теряй ни минуты, заходи в телеграм-канал по ссылке в описании. Доверься профессионалам. Мне всегда казалось, что магия и волшебные существа — это всего лишь выдумки, которые не имеют отношения к нашей жизни. За ними нет реальности, а значит и научить они ничему не могут, думал я. Но это не так. Все фэнтези-истории показывают и раскрывают душу автора и зрителя. Ты проникаешь рассказом и буквально живешь в выдуманном мире, переживая сотни приключений главного героя. Подобные переживания и эмоции дают мотивацию и дарят незабываемый опыт. По крайней мере, так у меня. Поэтому я хочу поделиться и с вами данными переживаниями в этом топе 10 шикарных фэнтези-аниме, где главный герой необычайно силен. И как обычно, огромное спасибо за донат. Кирита – 200 рублей, Санджа Мамана – 200 рублей, Лилиан – 100 рублей, Кинг – 100 рублей, Никита Герасимов – 100 рублей, Руслан – 40 рублей, Красные глазки – 20 рублей, Женя Кот – 20 рублей. И если ты тоже хочешь поддержать канал рублем, сделать это можно по ссылке в описании. 10 место. Досье лорда Эль-Мелоя II. Четвертая война Святого Грааля завершена. В тех эпохальных событиях приняли участие не только король-завоеватель Искандер, а и молодой Уивер Велвет. С того дня прошло почти 10 лет. Одному из участников достался титул лорда Эль-Мелоя II, и ему предстояло кропотливо работать над внутренней политикой, что помогло бы его семье восстановиться, а также бы выиграли интересы и главы Райсена Арчисорта. Кроме этого, ему следовало разобраться с магическими делами. Ему не пришлось в одиночку справляться с данными вопросами, имея поддержку от Грей и говорящего кота Ада, а также талантливых учеников Лата Эскардоса и Свина Глашайта. Будучи деканом факультета магии, Эль-Мелой II дает лекции перспективным ученикам. После очередной лекции происходит нечто вопиющее. В часовой башне проходило собрание. Присутствующие учиняют настоящее сражение за право на власть. И это возмущает лорда. Он в своем кабинете разразился проклятиями в адрес лордов. Но проклятия вернулись к нему. Прежнего спокойствия в жизни лорда не будет. Происходящее после инцидента в кабинете указало ему на то, что его жизнь под угрозой. С помощью Грей, Свина и Флата он решает отыскать преступника. 9 место. Князь иллюзорного мира. В иллюзорном мире каждый рождается с определенными магическими способностями. С давних времен в этом мире было противостояние сил добра и зла. Но 10 лет назад, после Великой битвы, силы света одержали победу, и на какое-то время в стране воцарилось спокойствие и гармония. Ходят слухи, что темный князь смог выжить. И грядет новое сражение. Юный парень, который с детства не обладал какими-либо магическими навыками, мечтает стать следующим князем иллюзорного мира. Однако, как он может осуществить свою мечту без магии? Однажды, в канун вступительного экзамена в Небесную Академию, наш герой встречает шпионку от темных сил, которая смогла скрываться среди мирных людей все эти годы после завершения Великой битвы между добром и злом. Наш герой пытался помочь ей спастись от 3 преследовавших ее воинов, но он не знал, что именно ее стоит опасаться. 3 преследователей были убиты страшным демоном цветов, а в главного героя вселился пугающий дух, который наделил ее силой одолеть чудовище. Но выжив, наш герой потерял сознание. 8 место. Фантазия Гранд Блю. К слову, именно это аниме стоит на превью. В один прекрасный день жизнь простого паренька по имени Грант перевернулась с ног на голову. Хотя можно ли назвать простым парня, который дружит с говорящей летающей ящерицей по имени Верн и живет на летающем острове Зинкин Стил? Тем не менее, именно таков мир в нашей истории, и в нем это вполне обычно. Итак, наш Гран однажды замечает в лесу неподалеку странное свечение. Любопытство берет верх, и парень бежит узнавать неизведанное, роняя тапки. Перебрав по пути кучу версий, он обнаруживает совсем неожиданный исход. Причиной переполоха оказалась девушка Лурия. А вот она оказалась совсем непростой. Мало того, что Лурия приземлилась в лес, упав с боевого корабля, так у нее еще сверхспособности, и на Лурию объявлена охота. И гоняется за ней не абы кто, а сами солдаты Империи Эрст. Но у девушки есть своя защита – лейтенант Каталина, которая и организовала побег.
Слово за слово, и вот Гран и Вирн уже несутся помогать беглянкам, браво размахивая мечом. Да только силу не рассчитали, и пал Гран в бою смертью храбрых. Но недаром же Лурия рядом. Гран не только воскрес, но вдобавок обрел силу неведомую. Вот тебе и сходил за хлебушком. 7 место. Вайолет Эвергарден. Жена профессора Орландо, писательница, издающая романы. Но чтобы быть писателем, мало иметь богатую фантазию, ведь свои придуманные миры нужно перекладывать на бумагу. И однажды семью профессора настигло настоящее горе. Его жена перестала видеть, а вместе с этим и потеряла возможность заниматься любимым делом. Тогда профессор сделал изобретение, перевернувшее жизнь его жены, а следом и многих других людей. Свое творение он назвал автозаписывающей куклой. Основная функция этого робота – автоматическая запись человеческой речи. Эти роботы стали весьма популярны у обычных людей, чьи недуги не дают им шанса записывать свои мысли самостоятельно. Вскоре, приобретя патент на изготовление, подобных роботов начали производить не только для мирных целей, но и для военной службы государства. История разворачивается вокруг робота по имени Вайолет Эвергарден. Раньше она служила в армии, а теперь работает на гражданской службе, а точнее на почте. Но многие воспоминания из ее военного прошлого до сих пор не дают ей покоя. 6 место. Заградители. Академия Карадзумори расположена на древней земле, которой владело одноименное семейство. Древний род собрал огромное количество потусторонней мистической энергии за свое существование и похоронил их под фундаментом замка. С тех пор злые духи Аякаси, которые при попадании на эти земли становятся опаснее и сильнее, то и дело норовят проникнуть в Академию. В том им мешают так называемые заградители, специальные избранные, которые с помощью магии и силы противостоят потусторонним монстрам. Такины Юкимура и Йосимори Сумамура принадлежат к древним родам заградителей и продолжают традицию своих семей. Они борются с духами Аякаси, что в условиях Академии Карадзумори является огромным трудом. Скопление и сила духов там настолько велика, что заградителям приходится сутками напролет нейтрализовать их. Но проблема этих подростков в том, что их семьи уже очень давно соперничают за право унаследовать называться преемником великого Такимори, родоначальника заградителей. Поэтому Такина и Йосимори, кроме своей ежедневной работы, приходится постоянно соревноваться друг с другом, хотя они одноклассники и хорошие друзья. 5 место. Судьба. Ночь схватки. В городе Фуюки в один назначенный день собираются 7 мастеров-магов, которые раз в 10 лет участвуют в королевской битве. Их настоящие имена хранятся в тайне, так как в них скрыты слабые стороны каждого из волшебников. Победитель получает в награду священный Грааль, который способен выполнять любое желание. В этой битве нет правил, есть только цель – одержать победу любой ценой. Друг может стать врагом, поэтому каждый воюет сам за себя. Про все это 16-летний Сиро Эмия никогда не знал. Его отец умер, когда парень еще был совсем маленьким. С тех пор Сиро воспитывался в окружении заботы 2 очаровательных девушек. Сестра была ему преподавателем в школе и официальным опекуном, а Сакура Мата – лучшая школьная подруга. Но спокойная жизнь парня рухнула, когда он узнал, что его отец – маг. И теперь ему нужно принять участие в этой грандиозной битве. Но Сиро Эмия ничего не знает о своем даре и не умеет пользоваться ни одним магическим предметом. Теперь перед парнем стоит выбор – отказаться от поединка или сразиться. На карту поставлено многое. Магический дар и шанс на спасение своих близких. Что сделает Сиро, который не был готов к такому событию? Или у него появится еще один повод сразиться, ведь на горизонте появилась красивая девушка-мечник. 4 место. Легенда о Гран-Кресте. У жителей континента, где происходят события аниме, есть общий враг. И это демоны, называемые хаосом, которые неустанно угрожают континенту бедствиями, разрушениями и смертями. Конечно, наличие общего врага обычно объединяет. И так было в самом начале, когда правители этого континента отбивали атаку хаоса с помощью гербов, дающие им сверхъестественные силы. Но жадность и гордыня в конечном итоге взяли свое, и каждому правителю захотелось получить больше гербов и расширить свои владения. Так они начали сражаться друг с другом. Но хаос не станет ждать, пока правители навоюются, поэтому угроза с их стороны стала куда опаснее. Приходится жителям континента брать инициативу в свои руки. Тео Карнера – один из владельцев герба, вот только получил он его не как все, а победив монстра.
Он желает восстановить мир на континенте и избавиться от правителя-тирана, захватившего его родную землю. Ширука Меретес – юная и талантливая волшебница, и она преследует ту же цель, что и Тео, осуждая безответственность и жадность правителей. Ребята объединяют свои усилия, и теперь им предстоит победить сразу двух врагов – воюющих и бесчинствующих правителей, а также сам хаос. Третье место – собачья жизнь. Синку Идзуми необычный парень. Ему всего 13 лет, он лишь наполовину японец и сильно отличается от окружающих, но круче него никого не найти. Синку обожает спорт и путешествия, делает огромные успехи в акробатике и следующие каникулы планирует провести в Англии за изматывающими тренировками. Это странный выбор отдыха для учащегося средней школы. Но вот что интереснее всего, Синку ждет еще более захватывающее времяпрепровождение. Так уж получилось, что из акробата с жаждой приключений Синку превратился в настоящего попаданца, который оказался в чужом мире в роли избранного героя, на которого надеется целая страна. Нашего героя призвала на помощь своему народу принцесса Мельхоир, чья страна, Республика Бискотти, проигрывает войну своим соседям. В средневековом мире, существующем в пределах огромного континента Фрониард, война подчинена строгим правилам и зависит от исхода рыцарских поединков. Так что способности Синку принцессе очень пригодятся. Только вот противниками 13-летнего мальчишки станут владеющие магией зверолюди. Второе место. Убийца гоблинов. Действие происходит в фантазийном мире, похожем на компьютерную игру, в котором живут различные монстры и авантюристы, выполняющие миссии. Гильдия новичков, в которую вступает наша главная героиня в качестве жрицы, решает отправиться на свое первое задание. И для этого они выбрали самое простое, а именно стандартное задание для новичков – убийство гоблинов. Но почему-то вместо успешного выполнения первой миссии их ждали непосильные трудности, с которыми они справиться не смогли. Спасти несчастных горемык от зловещих врагов приходит убийца гоблинов, который не жалеет на них истребления ни своих сил, ни времени. Наша жрица настолько прониклась этим героем, что решила покинуть свою гильдию и помогать убийце в его длинной миссии. Сражаясь вместе с ним, девушка учится новым заклинаниям и становится все сильнее. Но почему отважный убийца нацелен именно на гоблинов, самых слабых и безопасных монстров в этом мире? И почему же гильдии новичков не удалось тогда успешно выполнить базовое задание? Первое место. Мастерство копа. Над Тихим океаном разверзлись гигантские врата. Это не был простой портал, а гиперпространственный. С тех пор прошло 15 лет, и появление врат, ведших в неимоверный мир лета Семании, внесло существенные коррективы в развитие человеческой цивилизации. На рубеже врат был разбит город, названный Сан-Тереза, и там нашли себе пристанище мигранты, а их численность достигала свыше 2 миллионов. Причем эмигрировали жители что одного, что другого мира. В городе имелось и классовое разделение обитателей, и здесь деньги играли немаловажную роль. Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются в Сан-Терезе жители, именно это место позволяет реализовать смелые мечты и даже разбогатеть, но, конечно, при условии наличия исходных данных. А даже если нет талантов, то высокий уровень криминала также даст возможность поживиться деньгами. В этом городе столкнутся представительницы двух противоположных путей. Девушка и парень придерживаются диаметрально противоположных мнений и взглядов, но по ряду причин им придется сблизиться. У него и у нее своя правда, свое понимание справедливости. Достигнут ли они консенсуса? Благодарю за просмотр. Надеюсь на твою поддержку в виде лайка и комментария. Я надеюсь снова увидеть тебя здесь, на нашем канале. Всего хорошего, пока!